Всем привет! Вы на канале про трейдинг и инвестиции, и в этом видео топ-5 криптовалют, которые сегодня пампят. Итак, на первом месте у нас ATM. Мы разберем все криптовалюты, разберем, куда они могут дойти, до какой цифры, чтобы вы не попались на эти пампы, не слили свой депозит, а также не зашли на АТХ. Смотрите, вчера его амплитуда была 50%. Сегодня немножко меньше, в 3 раза, 15%. Но он пытается сломать нисходящий свой канал. Давайте зайдем в TradingView. Итак, вот у нас недельный таймфрейм. Мы видим, что его пампили, эту криптовалюту, 2 раза. Вот один раз было 313%, это видимая часть. И потом на следующую неделю было такое же почти падение, почти на 100%. Также была попытка вот тут продолжить рост, но пошел нисходящий канал. И сейчас, похоже, он пытается пробить этот нисходящий канал. Давайте его нарисуем. Ну, давайте по большим максимумам, да, вот этим вот. Вот такой вот нисходящий канал у нас есть. Можно нарисовать еще более локальное сопротивление, примерно так, которое мы пробили, и из-за этого пошел памп. Но, как вы видите, он ровно остановился у верхней границы этого нисходящего канала и пока что еще не пробьет. В общем, если будет пробивать, то тогда у нас есть шанс вырасти намного больше. Давайте посмотрим по Фибоначчи. Вот так вот. То есть ближайшее у него сопротивление будет 24,79, это прошлый максимум. И потом 34,61 примерно. Ну, то есть кто-то по-разному рисует, и поэтому примерно в пределах этой цифры может быть сопротивление. Потом 50 и 66. Вот также вот эти вот промежуточные значения могут быть сильным сопротивлением. Итак, ну, за ней нужно наблюдать. Это мы смотрим на дневном таймфрейме. Но, скорее всего, может быть позитивное такое движение. Потому что у нас прошла коррекция почти на 100%. Видите, до сюда. Даже чуть ниже. Поэтому следите за этой криптой. Очень интересно, что же будет дальше. Так, теперь другая криптовалюта у нас. Это АНТ. АНТ сегодня пампится на 30%. Давайте зайдем в АНТ. И видим вот такие вот большие покупки. У нас за минуту идет 4-5%, за 15-минутный таймфрейм 4-5%. И для того, чтобы определиться, куда пойдет криптовалюта, нужно укрупнить график. Что мы видим? Он недавно была возле этого значения. И мы видим основное сопротивление. Это вот эти вот максимумы. И вот эти. Ну, можно так нарисовать примерно. Вот так. Что тут может быть? Ну, точно он может дойти, опять же, до сюда примерно.
через какой-то промежуток времени, то есть 8,97. Видите, обычно эти промежутки одинаковые по размеру, по интервалам. Вот. Или опять же спуститься вниз, вот уровень поддержки. Если же он пойдет вверх, то, как мы видим, у нас был памп в первую неделю. Огромная такая свеча до значений. Там 43. И у нас можно нарисовать такую вот примерно, да, линию. Можно так нарисовать. И вот он сейчас как бы упирается в нее по чуть-чуть. Можно так нарисовать. Если пробьет этот флаг, то пойдет уже выше. В любом случае коррекция была уже на почти 100%. Попытки уже были расти. И если будет рост, то есть вероятность, конечно же, вот до 43 у нас уже еще есть куда расти. Ну, конечно, это будет не сразу. Давайте. Может быть уровень там 22 сопротивления, 34. И вот потом уже 43, 44. Следующий уровень. Вот, в принципе, перспективная такая монета. Следующая у нас Сити. Сити недавно залистили. В первый день был скачок до 53. И сейчас он пытается сломать свое нисходящее сопротивление, коррекцию свою. Возьмем 4 часа. Как мы видим, увеличились, да, покупки. Прям максимально. И мы можем провести линию сопротивления. Можно провести так. И я надеюсь, что он закрепится все-таки выше. Да, пойдет выше. Сейчас Америка откроется. Или же провести так. То есть, как только он пробил эту линию, вы видите, пошли большие покупки. Вот сейчас следующая линия, вот этот уровень 10, даже 11. Если он сейчас будет пробивать, то есть шанс рисовать первую волну нормальную и потом уже смотреть по Фибоначчи, куда она может дойти. Так, следующий у нас MC. MC. Так, на 4 часа рисуют довольно такие красивые волны. У нас формируется, можно сказать, чашка. Сейчас можно нарисовать потом ручку сюда, немножко коррекция, да, и потом дальше рост. То есть тут пока что от дна получилось вот 2 волны, сейчас 3, но они такие мелкие. Есть шанс расти дальше, потому что на листинге у нас было больше 12. Тоже тут пока сложно сказать. Где тут наши объемы? Тут пока сложно сказать, до куда он дорастет, потому что объемы растут, желание покупателей растет. Ну вот тут этот мы выделяем первые. Большой объем торгов вот тут примерно, да, уровень 7,2, там где он застопорился.
И следующий вот тут можно выделить 9,5. Это пока такие видимые уровни покупок-продаж. Но очень такой симпатичный график. Ну и на пятом месте у нас постоянно кто-то меняется. Пока что это FED. Давайте посмотрим FED. Он тоже пытается пробить нисходящий канал. Сейчас увеличились покупки в связи с тем, что вот как раз вот эту вот линию он пытался пробить. Ну а если более локально смотреть, то вот это вот, да, нисходящий такой канал он пытался пробить, и сразу же пошли большие покупки. Если мы посмотрим на недельном таймфрейме, у нас была вторая волна, и сейчас может пойти третья волна. Она обычно равна высоте первой, то есть вот примерно до сюда, да, можно рисовать, или же можно смотреть по максимумам. Вот так вот. Ну и, конечно, линия поддержки у нас вот так вот. Нарисуем. Еще есть куда падать. Вот. Опять же, первая линия сопротивления будет примерно 0,78. Потом уже выше. Вот такая вот криптовалюта. Также запишу видео про пампы на фьючерсах, так как там можно также и шортить, когда он доходит до какой-то линии сопротивления по уровню Фибоначчи. Вот. На FED пока на 15 минутке формируется такой красивенький треугольничек. Который прям хочется пробить вверх. Вот, ну посмотрим. Все, всем спасибо за просмотр, удачной торговли. Поступайте правильно, разумно в своих сделках. Ставьте стоп-лоссы, учитесь и всем пока-пока.